Согласитесь, что за последнее время мы слышим о eFootball только в отрицательном ключе, даже несмотря на то, что вроде как недавно вышло обновление и Konami всячески пытаются поддерживать игру. Однако, даже несмотря на их старания, с игрой не все так хорошо, и всякий раз, когда мы говорим о eFootball, мы говорим именно в отрицательном ключе, и это даже справедливо. И сегодняшний ролик не станет исключением, поскольку Konami продолжают проваливаться с игрой, и сегодня обсудим, что же не так с eFootball, в чем проблема Konami, и что же случилось с игрой на этот раз, чем мы опять недовольны. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы приступаем. Итак, прошло уже почти 2 недели с момента обновления eFootball до версии 2.2.0 и с момента начала второго сезона. Однако споры по поводу игрового процесса не утихают до сих пор. Кому-то нравится он, как и всегда, а кто-то наоборот против такого игрового процесса. Как бы то ни было, половина игроков eFootball, будь то наши комьюнити, будь то комьюнити западных игроков, большинство недовольны здешним игровым процессом. К сожалению, ошибок было исправлено не сказать, что прям много, хотя опять же на сайте с игрой заявлялось совсем другое, скрипты тоже никуда не делись, и по сути все то же самое, только немножко под другой оберткой. И конечно, большинство игроков банально недовольны таким положением и уже вовсю трубят во все соцсети Konami, что пора бы это вновь исправить, что мы ждем изменений. Конечно, толку мало, но это ничуть не хуже, чем просто сидеть на месте и мысленно ждать хоть каких-то изменений. Еще один немаловажный момент — это контент нового сезона. Как мы все и ожидали, новый сезон посвящен чемпионату мира, который проходит в Катаре, соответственно, появляются соответствующие паки, обновляются ивенты и так далее. Но, если честно, Konami не использует и половины перспективы от данного контента. Хотя ладно, с паками они еще вроде как справляются, постоянно обновляют и добавляют новые паки с национальными сборными, а вот с ивентами все очень и очень грустно. Я уже жаловался насчет ивентов в телеграм-канале, ссылка в описании, в рамках стримов, в других роликах, и повторюсь об этом вновь. В игре крайне мало разнообразных ивентов, которые делали бы игровой процесс куда интереснее. По сути, все разнообразие ивентов после обновления ограничилось только ивентами с ограничением совокупной силы состава. И по сути все, ничего нового больше Konami не додумались добавить. В то время как у нас проходит чемпионат мира, достаточно важный ивент, только уже в реальной жизни, и исходя из него можно было бы придумать что-нибудь намного интереснее. Банальный пример — ивент с матчдеем. Мы выбираем одну из сборных и, скажем так, играем матч. Этакий свой предикшн. Или можно сделать наоборот, взять уже сыгранный матч и дать возможность игрокам, например, исправить счет, который был в реальной жизни. То есть, опять же, пример: Германия-Испания, счет 1-1, выбираем одну из сборных и помогаем одной из сборных выиграть в этом матче. И это самые простые примеры, которые так или иначе, но уже появлялись в футбольных симуляторах. А что будет, если поднапрячь мозги и придумать что-нибудь свое, разнообразное? Однако, судя по всему, мы этого так и не узнаем. Однако, вопросы, которые касаются контента в eFootball, волнуют не только нас, поскольку не так давно один из игроков заявил, что с ним связались менеджеры некоторых лицензионных лиг, которые представлены в eFootball, и у них присутствуют вопросы, почему за командой из этих лиг все еще нельзя сыграть в eFootball, почему они все еще недоступны для игры, как это было раньше. А поэтому они собираются провести отдельную беседу с Konami на предмет наличия и присутствия как в самой лиге, так и команд из нее. Скорее всего, это мало к чему придет, но хочется верить в лучшее, что подобный разговор сподвинет разработчиков работать над оффлайном намного быстрее. Однако повторюсь, что маловероятно, что после этого хоть что-нибудь изменится. Однако занятный случай, согласитесь. Этот ролик можно считать этакой отдушиной по eFootball за последнее время, поэтому в комментариях под этим роликом предлагаю поделиться своим мнением, что вас раздражает и бесит в eFootball за последнее время, а может быть и не за последнее время, и о чем вы еще не успели рассказать в рамках нашего проекта, поэтому буду ждать ваше мнение в комментариях. Ну и помимо этого, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку это не менее важно. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, про наши соцсети тоже не забывайте, ссылка на них в описании и закрепленным комментарием. Ну а на сегодня у меня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья.